Вяжем голову, начинаем белой пряжей, набираем 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готовим ниточку контрастного цвета. Будем ввести маркер, равнять его по ходу вязания. Ставим маркер и вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас 6 прибавок. 1, 2. В ряду у нас получается 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавка. Повторяем так 6 раз. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 2 столбика, прибавка, но я смещу прибавки, поэтому провяжу в начале 1 столбик, прибавка. Дальше я провяжу 2 столбика, прибавка, повторю так 5 раз и закончу ряд 1 столбиком. В ряду у нас получится 24 столбика. Перед тем, как начать вязать 5-й ряд, подготавливаем еще одну ниточку контрастного цвета. Это у нас будет дополнительный маркер. Мы его поставим в начале ряда. Вот, даже сделаем потолще, чтобы он не потерялся. Вот так ставим дополнительный маркер и вяжем 3 столбика, прибавка. Повторяем так 6 раз. Этот маркер нам нужен для того, чтобы мы видели место, куда мы будем вставлять каркас от тела. Он у нас будет входить в голову. Так, вяжем 5-й ряд, 3 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас будет 30 столбиков. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем 4 столбика, прибавка. Я смещу прибавки, поэтому провяжу в начале 2 столбика, прибавка. И дальше повторю 4 столбика, прибавка 5 раз и закончу ряд 2 столбиками. В ряду у нас получится 36 столбиков. Провязали 6-й ряд. В ряду у нас 36 столбиков. Вяжем 7-й ряд. Я вот проложила маркер. Ну и он чуть-чуть не получается ровно, потому что этот маркер дополнительно ему мешает, но так все ровненько. Так, вяжем 7-й ряд, провязываем 5 столбиков, прибавка, повторяем 6 раз. В ряду у нас должно получиться 42 столбика. Вяжем 8-й ряд, провязываем 6 столбиков, прибавка, но я смещу прибавку, провяжу в начале 3 столбика, 3 столбика и уже теперь прибавку. Дальше я провяжу 6 столбиков, прибавка 5 раз и закончу ряд 3 столбиками.
В ряду у нас получится 48 столбиков. Вяжем 9 ряд, провязываем 7 столбиков, прибавка, повторяем так 6 раз. В ряду у нас получится 54 столбика. Дальше с 10 по 12 ряд 3 ряда вяжем без изменений 54 столбика в ряду. Провязали 3 ряда ровно. У меня тут чуть-чуть маркер сместился, поэтому надо провязать будет столбик дополнительный, но я его до конца не довяжу. Мы меняем ниточку белую на коричневую. И белую ниточку мы обрезаем. Больше вязания она нам пока не потребуется. И заканчиваю уже коричневым. Опять проложили маркер. Вот он идет ровненько. И вяжем 13 ряд. 13 ряд мы вяжем без изменений 54 столбика в ряду. Вяжем 14 ряд, провязываем 13 столбиков, провязали. Дальше мы будем вязать за заднюю полупетлю 28 столбиков. За заднюю у нас есть передняя полупетелька и вот эта петелька у нас задняя. За заднюю полупетлю провязываем 28 столбиков. И у нас остается вот такие передние полупетли. За них мы потом будем еще вязать. Провязали. Вот такая каемочка у нас получается. И дальше до конца ряда мы вяжем за обе полупетли, как обычно. Провязываем 13 столбиков. Вот в ряду у нас так и остается 54 столбика, ничего не меняется. Дальше с 15 по 21 ряд мы вяжем без изменений 54 столбика в ряду. Так мы вяжем, получается, 7 рядов ровно, без изменений. Провязали 7 рядов. Теперь, конечно, можно еще попозже, ну, можно еще несколько рядов провязать, потом уже только голову крепить к телу. Мне так неудобно потом крепить узко, поэтому я креплю ее сейчас. Вот где у нас маркер торчит. Запоминаем это место и сюда вставляем каркас тела. Вот так. Здесь у нас изолента, немножко растягиваем, чтобы каркас вошел. Вот, он вошел до конца, потом мы его пришьем. Сейчас пока не пришиваем, потому что неудобно будет. Может потом перекосить, как бы. Будем пришивать, когда голова будет набита. Так, голову установили. Теперь нам нужно этот каркас загнуть. Обрезать его не нужно. Мы его загнем такой петлей. И вот так он у нас будет в голове. Сильно загибать его не надо. С помощью этого каркаса мы сможем менять положение головы.
Берем изоленту. И изолируем, чтобы каркас не раскрутился, проволока потом не вылезла и не торчала из головы. Вот так. Вот и все. Маркер не убираем, он пока у нас остается. Вяжем дальше. Да, теперь вязать будет немножко неудобно, но он будет стоять на столе, голова крутится туда-сюда, пока не пришито, и вязать вполне возможно. Так, вяжем 22 ряд. В 22 ряду мы провязываем 7 столбиков, убавка, повторяем так 6 раз. 7 столбиков, убавка. В ряду у нас должно получиться 48 столбиков. Так, вяжем 23 ряд. Дальше маркер можно не равнять, не следить, просто использовать его для обозначения начала ряда. Так, в 23 ряду вяжем 6 столбиков, убавка, повторяем так 6 раз. Но я смещу убавки, чтобы не было клиньев, поэтому я провяжу в начале 3 столбика, убавка. Ну, а потом уже дальше 6 столбиков, убавка 5 раз. И закончу ряд 3 столбиками. Всего в ряду у нас будет 42 столбика. 24 ряд вяжем 5 столбиков, убавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас должно получиться 36 столбиков. Я набила немножко голову, она еще мягкая, но начинаю уже набивать. И дальше буду так же само донабивать. Так, вяжем 25 ряд. В 25 ряду провязываем 4 столбика, убавка. И так повторяем 6 раз. Ну, я, как всегда, смещу убавку, чтобы не было никаких клиньев. В ряду у нас получится 30 столбиков. Вяжем 26 ряд, провязываем 3 столбика, убавка. Повторяем так 6 раз. В ряду у нас должно получиться 24 столбика. Так, вяжем 27 ряд. Я еще добавила наполнителя в голову побольше. Распределила вокруг каркаса. В 27 ряду вяжем 2 столбика, убавка. Повторяем так 6 раз. В ряду должно получиться 18 столбиков. Вяжем 28 ряд, провязываем 1 столбик, убавка, так повторяем 6 раз. И в ряду у нас должно получиться 12 столбиков. Вяжем, не забываем набивать. Набиваем не в камень, потому что мы будем еще утягивать места для глазок. Будет очень сложно сделать утяжку, если вы очень-очень плотно набьете.
Так, теперь вяжем 29 ряд, вяжем убавки. Я провяжу, наверное, убавки 4-5. Посмотрим, чтобы потом стянуть петли более-менее ровно. Вот у меня одна убавка, вот вторая, третья, четвертая и пятая. Ну и все, достаточно. Потом я стяну это получившееся отверстие за передние полупетли, и чтобы ничего не торчало, все было ровно. Ниточку обрезаем, закрепляем и стягиваем получившееся отверстие. Так, закрепили, обрезали, оставили кончик. И потом все стянем. Ну вот, такая заготовочка, уже очень даже симпатичная получается. Вот тут примерно где-то так у нас будут глаза. Как видите, да, легко вминается, но и не очень рыхло. Будем делать утяжки попозже. Все, стягиваем отверстие, прячем ниточку. Так, отверстие оставшиеся у нас петельки мы стянули на голове. Этот маркер нам уже не нужен, его можно убрать. Убираем. Берем иголочку и пришиваем тело к голове. Ну, здесь все просто, ничего сложного нету. Пришиваем, ниточку прячем. Сильно не стягиваем, так ни в сторону, ни туда. Голова сама стоит, как ей нужно, поэтому просто пришиваем, чтобы сильно ее не перекосило, она ровненькая была. Так, все, я все пришила, особо сильно не затягивала, как бы голова и так держится, нам ее сильно фиксировать не надо, просто закрыла, можно так сказать, отверстие. Так, дальше белой нитью вяжем крылышки, белую часть. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2. Со второй петли от крючка провязываем 2 столбика. 1, 2. Подтянули. Ниточку я буду ввязывать. Набираем петлю подъема 1 и второй ряд провязываем 2 столбика. 1 и 2. Вот так. Второй ряд готов. Ниточку проложили, петля подъема, третий ряд. В третьем ряду провязываем 2 прибавки. 1 прибавка и 2 прибавка. Ниточку проложили, петля подъема. В третьем ряду у нас получается 4 столбика. Четвертый ряд. В первую петлю прибавка,
Дальше 2 столбика, 1, 2, и в последнюю петельку прибавка, 1, 2, петля подъема. В четвертом ряду у нас получается 6 столбиков. Пятый ряд провязываем 6 столбиков без прибавок. В шестом ряду провязываем прибавка, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Петля подъема, не забываем в каждом конце ряда петлю подъема провязывать. Так, в шестом ряду у нас получается 8 столбиков. Седьмой и восьмой ряд вяжем без изменений по 8 столбиков в ряду. Провязали петлю подъема, вяжем 9 ряд, провязываем убавку, 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и убавка. В ряду получается 6 столбиков. Петлю подъема провязали, провязываем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, петля подъема, поворот. И так вяжем еще 2 ряда по 6 столбиков в ряду. Провязали 12 ряд, ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем кончик, чтобы легко было его спрятать. И можно прятать этот кончик в крылышко. Ниточку запрятали, вот такая деталька у нас получается. Отложили, вяжем зеленое крылышко, вторую часть. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2, во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика, 1, 2, ниточку чуть-чуть подтянули, ниточку проложили, петля подъема, поворачиваем, во втором ряду провязываем 2 столбика, 1 и 2, 2 столбика, ниточку проложили вверх, петля подъема, поворот, вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 2 прибавки, 1 и 2. Ниточку проложили вверх, петля подъема. В ряду у нас получается 4 столбика, вяжем 4 ряд, провязываем прибавку, прибавка, 2 столбика, 1, 2 и в последнюю петельку провязываем прибавку, ниточку проложили вверх, воздушная петля,
В ряду у нас получается 6 столбиков. Вяжем 5 ряд. Провязываем прибавку. Четыре столбика. 1, 2, 3, 4, прибавка. В ряду у нас получается 8 столбиков. Воздушная петля подъема, поворот. В шестом ряду вяжем 8 столбиков. 2, 3. В конце ряда петля подъема, поворот. Седьмой ряд вяжем прибавка. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка в последнюю петлю. Воздушная петля. В ряду у нас получается 10 столбиков. Восьмой ряд вяжем без изменений 8 столбиков в ряду. Не 8, а 10 столбиков в восьмом ряду провязываем 10. Так, девятый ряд. Провязываем прибавку в первую петлю. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в последнюю петельку провязываем прибавку. В ряду у нас получается 12 столбиков. Делаем воздушную петлю подъема и вяжем 3 ряда по 12 столбиков в ряду. 10, 11, 12 ряд провязываем. Провязали. Теперь вяжем 13 ряд. Провязываем убавку. Я просто пропускаю одну петлю. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И так же само в конце делаю убавку. В ряду получается 10 столбиков. Вяжем 14 ряд. В 14 ряду у нас все без изменений. Провязываем 10 столбиков. Провязали, в конце ряда петля подъема, поворот. 15 ряд. Провязываем убавку. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И убавка. В ряду получается 8 столбиков. Петля подъема, поворот. 16 ряд вяжем без изменений. 8 столбиков в ряду. 4, 5, 6, 7, 8. Петля подъема, поворот. 17 ряд. Провязываем убавку. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И также провязываем убавку. В ряду у нас получается 6 столбиков.
Теперь делаем петлю подъема, поворот, берем детальку беленькую любой стороной, вводим в первый столбик сюда крючок и здесь так же самое в первый столбик и провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули, петля подъема. Вот мы провязали. С этой стороны белого вообще не должно быть видно. Сложили деталь вот так пополам. Вот она у нас вот так. Мы ее сложили и провязали 3 столбика. Вот так, захватывая оба полотна. 1, 2, 3. Вот такое крылышко у нас получается. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя длинный конец. Не очень длинный, но чтобы можно было пришить и запрятать. Удобно было. Так, вот и все. Вот такое крылышко у нас получается. Таким же образом вяжем второе крылышко. Вот так. Мы будем с вами пришивать крылышки. Здесь каждый пришивает, кому как понравится. Я при пришивании крылышек ориентируюсь как бы не со спины, как их пришивать, да, а спереди. Ну, например, представлю вот так, примеряю крылышко и смотрю, как впереди. Ну, оно, я придавила просто сверху, поэтому оно вниз так смотрится. Но потом, когда пришьется, оно будет так. Также можно наоборот приложить. Вот так. Посмотреть, как вам нравится. Можно чуть-чуть пониже. Можно чуть повыше. Кому как нравится. Я буду пришивать вот так. Сейчас примерно скажу, в каком ряду. Ориентируюсь по рукам. Первое крылышко, в принципе, не страшно, как пришьется. А вот второе крылышко уже смотрим. И смотрим не сзади, потому что когда сзади у нас крылышки ровно, впереди немножко перекос идет. Но это у меня так, потому что вязание по спирали, не по кругу, и ряд немножко как бы идет с наклоном. Так, крылышко я буду пришивать вот этот ряд, в котором мы ввязывали руку. Вот к этому ряду я и буду пришивать. Возьмем булавочку. Так, вставим. Нет, я пониже сделаю на один ряд. Пониже. Вот. На один ряд пониже. Это значит, вот ряд,
полноценный такой под рукой проходит. И вот между этим рядом и нижним рядом у меня будет идти шов крылышко. Первое крылышко пришью и посмотрим, как пришивать потом второе. Примеряем крылышки, фиксируем и пришиваем. Так, смотрим, как я пришила. Видите, крылышко торчит. Вот так оно пришито. Вот так на спинке. Я ряд захватывала нижний, как бы, да, за вот эти вот начало петелек. За них пришивала. И также само. А вот этот ряд уже, ну, за верхние. Тут за верхние и тут за верхние. Получается, как бы вот эти столбики, они ряд прикрыт. И вот крылышко не смотрит вниз, а как бы смотрит вверх. Тут немножко ручки я ему загнула, но вот так получается. Теперь второе крылышко нам надо пришить так же само. Вот смотрим, чтобы впереди все было ровно. Ну, можно поправить крылышко само, чтобы впереди было все ровно. А если по этому же ряду смотреть, вот так, чуть-чуть ниже, на полряда, и крылышки ровненько смотрятся. Так, примеряем второе крылышко, фиксируем его и будем пришивать. Ну вот, крылышки пришиты. Так все выглядит. Меня все устраивает, вроде бы все ровненько, все неплохо. Так, продолжаем вязать нашего малыша. Переворачиваем вверх ногами его. Будем вязать губу. Находим первую оставшуюся полупетелечку. И за эту полупетелечку крепим коричневую нить. Прикрепляем ее. Я так просто воздушную петельку провязала. Теперь вот этот кончик, никаких узлов нам тут не надо. Я его просто ввяжу по ходу вязания, и он спрячется. Так, ниточку прикрепили. И теперь в эту же первую полупетелечку провязываем соединительный столбик. Вот так. Подтянули, чтобы ничего не торчало. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет прибавка. Тоже из столбиков без накида. Прибавка. Дальше
2 полустолбика с накидом, накид, 1, 2. Теперь провязываем прибавку из полустолбиков с накидом. Прибавка. Дальше у нас идет 2 полустолбика с накидом, 1, 2, и провязываем 6 столбиков с накидом. Один, так, два, 3, 4, 5 и 6 столбик с накидом. 6. Теперь провязываем 2 полустолбика с накидом. Один, 2. Прибавка из полустолбика с накидом. Прибавка. Дальше провязываем 2 полустолбика с накидом. 1, 2. Провязываем прибавку из столбика без накида. Прибавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И соединительный столбик в последнюю полупетелечку. Вот так. Закрепляем его. Ниточку обрезаем. Оставляем кончик для того, чтобы спрятать было удобно. Вот и все. Здесь у меня кончик торчит. Ниточки его тоже обрежем, чтобы он нам не мешался.
Вот такая губа верхняя у нас получается. Все, прячем ниточку. Вот ниточку я запрятала.